Всем привет, скажите, что по звуку? Мне постоянно приходится переставлять микрофон с одного компа на другой, поэтому внезапно что-то может пойти не так. Так, я так понимаю, музыки не слышно, да, сейчас? Вот, сейчас должно быть норм. Итак. Итак. Привет, все ништяк. Диффуз, привет. Я почему-то не вижу, музыки нет. Сейчас музыка появилась. Вот, все. Короче, YouTube зачем-то делает... Сейчас, секунду. Короче, вы заметили, да, у меня оформление появилось на канале, и вот такая штука теперь есть. Вот. Я, короче, начинаю потихонечку оформлять канал. Сейчас просто потестить вот эту штуку сверху. Сверху снизу, как она вообще работает. Вот, настроил сценки. Виталик, привет. Что хотел сказать? Я, как всегда, не успеваю ничего. Так, короче, у нас есть клевый переход. Смотрите, сейчас так. Вы видали? Вот. Короче, сегодня будет некоторые новости. Некоторые. Напрямую стримов не касающиеся, но... Так. Как я говорил, несколько, может быть, возможно, месяц назад, я наконец-то открываю менторинг, и у меня в описании канала появился Patreon. Поэтому можете забыть про Donation Alert. Кстати, да, надо будет теперь сверху эту штуковинку убрать. Хотя, можно и оставить. Да, зачем я убрал, можно оставить. Так, сейчас, секунду. Надо будет вернуть обратно. Короче, да, Donation Alert остается. Patreon... это, короче, основная площадка теперь. Вот. Да, наверное, все-таки не буду ставить. Давайте я уберу. Вот, короче, там есть несколько... Как они называются? Короче, я забыл, как они называются. Несколько блоков на Патреоне за бакс, за 5 баксов и за 30. Вот. Первый бакс — это просто поддержка канала. Второй — это... Второй там какие-то бонусы, типа в канале я могу постить вакансии, если кому-то это нужно будет. То есть можете писать, у меня канал на ВК и в Телеграме, читают его достаточно много руководителей студий, и игровых, и неигровых, вообще связанных с графикой. Вот, с графикой, с IT, вот, поэтому... Короче, такой бонус, но это пока начальный, я сейчас так подумал, что можно сделать, потом еще что-нибудь туда добавлю. Вот, и 30-ка — это, собственно, часовой менторинг, вот, и обзор портфеля, короче, можете зайти по линку ниже и почитать подробнее. Вот. Такие дела. Чё по локации теперь? Чё по локации? Немного, прямо скажем. Были эксперименты. Короче, я перевел граунд на Parallax Occlusion и Vertex Color добавил. Теперь можно будет смешивать текстурки, это все выглядит довольно объемно. Вот, это все, ну, как можете видеть, да, Parallax есть. Вот, ничего особенного нового там нету, все как на прошлых стримах, я в этом плане... Ну, то есть, нормально работающий вариант, ничего нового туда особо не добавлено. Кому интересно, могу сейчас показать. Так, сейчас. Что-то у меня окошки позакрывались.
Так, это не то. Особо тут не причесано ничего. Тик-тик-тик-тик. Металлик тут не нужен, это со старого шейдера остался. Короче, да, есть блок с параллаксом, можно рулить степы, можно рулить высоту одной и другой текстуры. Кавити, тоже кавити старый остался, он сейчас не юзается, надо убрать его. Я, короче, мастер шейдер просто переработал, тот, который был на скалах. Вот. И... Да, и, собственно, текстурки можно в инстанс подтягивать, те, которые, считаю, нужны. Короче, видно, да, тут еще надо дорабатывать, вот, но в целом тайлинг настраивается, в целом оно в таком рабочем состоянии. Кстати, забавно, я пробовал на неделе цеплять displacement на эту штуку, но сейчас уже, честно говоря, забыл, он почему-то у меня не заработал. Почему-то, я уже не помню почему. Вот, пришлось убрать displacement и... Короче, параллакс он дешевле и... В общем, не такой чрезмерный. Displacement. Я подумал, зачем мне displacement? Он все равно не работает. Поэтому пусть уж будет параллакс. Короче, были эксперименты с цветом. У нас теперь вот такая пятнистая текстура. Шейдер тоже был переработанный. В основном я занимался шейдерами, помоделил чуть-чуть совсем. Короче, сейчас доберемся до этого. Короче, как оно смешивается? Смешивается оно вот по такой маске. Блендится. Вот. И по сути одна и та же текстура, насколько я помню. Вот, у нее просто меняется цвет. Сейчас глянем. Да, они блендятся по маске. Да, и цвета наруливаются отдельно. Короче, вот такая у меня идея. Идея появилась от... Сейчас скажу... Из того же Destiny. Там выложили новые... Раскройся. Выложили новые скрины с локаций. Не это, не это. Блин, а я, по-моему, не сохранил. Вот. Короче, гамма мне это понравилась очень. Цветовая. Вот. Я попытаюсь что-то подобное, может быть, подобрать. Вот. Идея такая пока. Вот, ржавые подтеки буду добавлять. Надо будет маску отдельно сделать, универсальную, скорее всего, на всю локу. Вот, и буду по ней делать ржавчину потом. Вот, типа такого. И, кстати, да, постпроцесс отсюда тоже клевый. Скорее всего, надо будет что-то такое нарулить. Вот такие пироги. Да, сейчас я вытащу чат, чтобы не факапить, как раньше. Вот, а у Ютуба есть прикол, короче, ты когда заходишь на стрим, он тебе выставляет... Сейчас, секунду. Он, короче, выставляет... Сейчас я его перетащу. Вот здесь в чате только интересные сообщения. И я не знаю, почему он так делает, но... Короче, надо переставлять на все сообщения видны. Иногда, извините, я только сейчас про это узнал, спустя сколько там, года полтора стримов на Ютубе. Я иногда мог не видеть просто вот этой вот... Короче, не видел иногда ваши сообщения, поэтому сорян, это, короче, YouTube виноват. Теперь я все время на эту штуку переключаюсь. Вот, и вам советую тоже. Такое бывает на разных стримах, короче, надо переключать. Возможно, где-то в настройках это настраивается, но я пока не копал. Так, музыки нет, есть музыка. Насчет проблем с запеканием в нормалке в блендере проблема была в сжатии текстур. Самое простое решение — сохранить нормалку в 16 бит, формате XR. В 16 бит я пробовал. Я не помню, есть ли... Секунду. Есть ли в грабдоке
EXR, нет, у него PNG, TIFF, TGA, вот, все, что он позволяет делать, поэтому эти форматы я перепробовал, 16 бит, естественно, у меня вот стоит, и это не помогало. Да, ну, короче, да, так-то я знаю, что надо переключаться в там минимум 16 бит, вот, и там фильтрацию иногда может поставить, короче... Это были пробы, как и вообще весь этот блок с этим окружением, это все один большой эксперимент. И Blender я начал на нем делать, и более глубоко в sci-fi погрузился, и во все эти штуки, короче. Большой эксперимент. Экскремент. Вот. Значит, я еще, по-моему, вот эту штуку затекстурил. Я уже, честно говоря, не помню, я на той неделе пропустил стрим. Это что у нас тут? Тут немного зефайтит, надо сдвинуть. Ну здесь все равно будет, да, тут просто надо модуль будет поправить потом. Короче, я добавил теперь, заменил вот эту вот ткань, вот эту вот. Она теперь выглядит так, как я изначально ее когда-то там давным-давно нарисовал еще. На Верпейнте, вот здесь вот. Вот здесь, да, поэтому я ее поправил, да и здесь, собственно, это было. Вот. Напоминалочки. Так, а что будем сегодня делать? Ну да, вот еще такая небольшая наметка пещеры появились. Пока просто из камней ее собрал. Ничего такого нету. Там, кстати, можно будет поставить... Давайте сейчас сразу, может, поставим. Источник света. Пусть это будет другой лайт. Конечно же, секундочка. Как он там? ASMR называется, да? Хотя, скорее всего, этот шумодав уберет из стрима этот звук. Так, light. Нет, не directional. Spotlight. Какой-нибудь синеватый. Так, скаттеринг уберем. Пока, по крайней мере. Да. А эту штуку мы пока уберем подальше. Все-таки я хочу пещеру сделать с таким поворотом. Давайте сейчас ее накидаем. Примерно посмотрим, что получится. Вот, и сегодня еще я там понял, что мне не хватает на триме. Вот, поэтому можно будет его еще покрутить. И... Короче, делать на самом деле дофига. Я каждый раз захожу, смотрю на локацию. И такое понимаю, что, блин, она все равно еще на этапе где-то whitebox. Короче, вот, потому что я все это прикидывал, а геометрии тут на самом деле много чего еще не доделал, надо будет доделывать. Вот, я вот эту штуку начал текстурить, может ее сегодня попробуем, короче, посмотрим. Блин, на самом деле, казалось бы, не стримил только одну неделю, а столько всего произошло за этот период. И Epic Air Station купили. И я Patreon завел. И все. Блин, так клевенько сразу смотрится, смотрите, тенюшка появляется на граунде. Фейковая, конечно же. Так. К слову, да, если кто-то, может быть, помнит, у меня вот эти все камни развернуты прямо в Unreal. Если кто-то не знает, особенно для прототипирования, вообще прям супер крутая штука. Она сейчас уже вроде как норм работает. По-моему, в моделинге, да, сейчас. Нормали, deform, transform, create angle, normal.
Вот, анврапы вот здесь всякие есть. Ими, короче, можно пользоваться, они нормально работают. Он единственное, по-моему, сохраняет дубль меша. Вот, и поэтому получается... Короче, вы сохраняете свой оригинальный меш, и он вам создает свой, короче, копию развернутую уже. Вот. Ну, разворачивать так, короче, пойдет для камней. Там особо контроля нет над UV-шкой, поэтому чисто для драфта. Вот. Еще, блин, я не помню, я стримил это или нет тоже. Я вот этот граунд, который тут есть, я его еще подскульпчивал прямо тоже, ну, в Unreal. Вот, потому что я хотел сделать углубление по центру вот здесь, вот, чтобы у меня такой вот этот слоп получался. Вот, я его просто подвигал, как мне надо было. Вот, естественно, потом летают у вас, если вы сильно двигаете, слетают UV-шки, где-то потяги появляются. И тут же идешь просто в анврап, и так как это плейн обычный, он вообще без проблем переразворачивается. Вот, и все, можно даже из Unreal не выходить никуда. Вот так. Эпикам остается только реально блендер купить и сделать нормальный бридж, который в реал-тайме, хотя сейчас мне кто-нибудь скажет, что это уже есть. Это уже было в Симпсонах. Вот. И все, и можно из Unreal будет не вылезать совсем. Что-то там говорят, я слышал, что на гите лежит уже сорсы 5-го где-то там, да? Слух прошел. Так. Этот надо отодвинуть чуть-чуть. Еще можно будет интересный силуэт поискать, если получится. Так. Что там было? Для запекания создаешь текстуру 32 бит float, сохраняешь не XR с настройкой под Fall, но вообще запекать в Blender не лучшая идея. Ну, спасибо. Я же говорю, это все были эксперименты. Эксперименты экспериментов. Вот, мне кто-то что-то посоветовал на одном из стримов, говорит, а что ты паришься с запеканием? Есть же GrabDoc. А потом еще кто-то заходил и говорил, а ты что, GrabDoc так и не поставил? Я такой, блин, ну ладно, давайте. И в итоге поставил. Ой, не туда зашел. Так, все, начали хаткеи путаться в голове. Так, ну привет, Гена. А что будет экстерьер? Боже упаси, экстерьера не будет. Я до конца дней тогда своих не закончу эту локацию. Почему я так ее долго делаю? Потому что со временем становится все меньше и меньше времени свободного, потому что ты пытаешься его тратить на штуки. Да, не переживайте, я на полезные штуки трачу время свое. Вот, они все связаны с окружением, так или иначе. Вот, поэтому в перспективе, я сейчас, конечно, не могу пока об этом говорить, но в перспективе это будет полезная штука, надеюсь, для всех. Вот, и... Короче, сейчас все время на нее уходит. На тестирование одной идеи. Так. Есть, короче, интересные планчики всякие, но пока не могу, к сожалению, рассказывать о них. Что, как говорится... Короче, когда вы видите, что я улетаю куда-то не туда, это значит, что у меня хаткеи рабочие в голову лезут.
Так, где тут более плоская? Более плоская плоскость. Да, короче, идея сделать здесь поворот просто, чтобы это не все не в никуда уходило. Я еще вот не успел сегодня. Я лентяй, я, конечно, лентяй. Иногда хочется поспать. Отдельные студии уже начали работать с Unreal 5. Ну да, я считал, что у этих Microsoft'ов там типа утечки были. На самом деле это никакие не утечки. Маркетинг. Мне кажется, всегда, когда слышишь у какой-то техкомпании слово утечка, это значит, что просто отдел маркетинга начинает работать. Ну, Киберпанк я не берем в пример. Никому не желаю таких утечек. Так, что у нас тут получается? У нас тут все странно пока получается. Цвет, цвет, цвет. Так, а вот эту штуку надо будет, конечно... Резать. Давайте уже тут закроем. Хватит нам поворотов, мне кажется. Главное, чтобы эту стену не было видно. Так, никуда там источник пропал. Иди сюда. Так. Я вам, короче, хотел еще... Что-то подсел так на треки. Ну, на написание музыки, я имею в виду. Вот, нашел прикольную... Почему тут красное все? Это дырка. Нашел прикольное приложение для мобилки. То есть, я слышал, конечно, что супер просто сейчас стало писать музыку, но что настолько, я прям, честно говоря, офигел. Ой, подождите. Короче, я теперь подзависал просто, когда у меня там перед сном там что-то свободное время какое-то есть перед засыпанием, я такой запускаю. Запускаю это приложение, и все, и начинаю музыку писать. Вот, получается довольно прикольно, но она максимально, естественно, простая. Там никаких знаний не нужно, она сама там подбирает бит, подстраивает под ритм. Вот, там куча готовых сэмплов уже есть. Главное, все это бесплатное. Ну, естественно, там за просмотр рекламы. Вот. Но все равно довольно занятная штука. Я, короче, написал тречок уже. Вот, там куча разных стилей есть. Вот, у меня это просто представления были о написании музыки, ну, где-то из
начала нулевых, когда всякие были, даже нет, наверное, из 90-х еще частично, когда были приложульки типа там Dance машины, Dance EJ, там Fruity Loops, всякие вот эти с кучей, с миллионом рулек, как будто ты в космическом шаттле сидишь. Вот. И я немного был шокирован, конечно, когда все это увидел. Вот. Это чуть-чуть сдвинуть. Тут немножечко... Хочется силуэт поинтереснее какой-то взять. Так, давайте... У меня сейчас уже не пишет, кстати, вот эту надпись, типа You Light Need to Rebuild или что-то там такое он писал раньше. Ну, оригинально, конечно, все равно не просто. Я говорю, да, это максимально такая... Ну, что-то можно на мобилке такого крутого написать. У вас там 2 страницы с... Там сейчас скажу... 4 на... 16. Короче... 32 сэмпла, по сути, получается. На страницу 16 примерно получается. Вот. И ты особо там ничего такого крутого не сделаешь. Вот. И они, короче, под битрейт определенные уже сведены. Вот. Но все равно прикольно, как типа просто порог входа в написание музыки стал типа супер низким. Да, он не пишет мне, типа, что нужно ребилдить, потому что у меня на GPU все. И вообще лайтмапы я не юзаю, поэтому... Билдим. Да, надеюсь, все отвисло там. И пропал свет. Классно. Почему пропал? Потому что стейшнери, наверное, нет. Не пойму, тут-то все норм. Короче, надо, наверное, статик поставить. Тут же вроде никаких блокинг волюмов нету у меня. Может быть, знаете что? У меня, может быть, волюма просто не достает до туда. Вот, да, я думаю, с этим связано. Так, Light Mass. Это так, наверное, жирно будет.
Да, давайте вот так оставим. И тут еще центровать надо ее. Вот, сейчас должно быть норм. Давайте сделаем это еще раз. Ко мне начинают приходить коты. А значит, скоро будут мне мешать. Ну вот. Другое дело. Свет даже поприятнее стал как-то. Но надо будет все равно эту штуку. Доправлять, ладно, пофиг, пусть не так остается пока. Так, у меня там появился дополнительный кусок. Так, вот этот вот. Все потому, что я начал делать ступеньки. Ну, точнее, вот эту вот круглую площадку. И заметил, что мне там прям не хватает. Хватает тримов. Какая-то старая какая-то, что ли? Ну да, все правильно. Сюда надо докинуть сабдив. Ну да, так нормально. Чё, надо вспомнить, где вообще лежит нормалка. Сейчас попробуем бейкнуть ее. Так. Они что-то как-то у меня отличались. Так, я какую юзаю? Я юзаю ТГ. Значит, PNG мне не надо, скорее всего. Не Photoshop. Вот.
О, кстати, может кто-нибудь знает, как в блендере отцепить вот эту вот менюшку справа, которая... Я что-то искал тут какой-нибудь андок или... чтобы как в UV-шке было. Вот здесь во View, по-моему, где-то. Или не тут, или в ту. Блин, постоянно забываю, где это. Вот здесь, в этом View. Area, вот, duplicate area into new window. Area view, так, а здесь, по-моему, нет такой штуки. Тут ничего такого, по-моему, нету. Вот, если кто-то знает, подскажите, потому что Maximize area это не то. Ну да. Есть скрипт, в отдельное окно можно андокнуть. Блин, пипец. Не подскажешь, как он называется? Мне интересно, в какой-то момент же с всеми этими скриптами... ну это, наверное, просто на скорость загрузки, да, блендера влияет. Потом по ходу работы, мне кажется, это никак не должно портить опыт. Ладно, Виталий, напиши, пожалуйста, я заодно потом после стрима посмотрю. Так, сюда тримшит N. Да, у меня там такая фишка, что у меня эта нормалка собирается из PSD, что ли, из вот этого. Да, да, у меня вот этот кусочек ставится отдельно. Да, вот это. Да, я же там еще фиксил какие-то косяки. Короче, да, Франкенштейна собираем. Блендер на скриптах. Что-то мне это напоминает. Одну очень старую-престарую софтину. Так, давайте уже будем версии писать. Короче, там эта версия какая-то 4, наверное, будет. И чего они у меня? 4К, что ли? Да, давайте в 4К. View, трим камера. Да. Ну да, давайте. М, 8 секунд. Бум. Так, ну это по сути вот эта штука. Поэтому ее можно так сделать. И сохранить в... Вот это вот, по-моему. Так, тарга. Вот в эту. Да, 32. И, возможно, у меня сейчас где-то какие-то косяки полезут. Есть скрипт для быстрого включения и выключения скриптов.
происходило. Кошмар, никогда бы не подумал, что... Он Virtual Texture включил мне, сволочуга. У меня же там альфа еще была, по-моему, да? Так, давайте вспоминать, что там было. Она перетерлась, что ли, у меня? Так, погодите. Блин, я все сохранил уже. You have reached the voicemail box of Kino. Так, ладно. Just wait for the Ладно, давайте tone. сохранять сейчас не будем, откроем заново. Блин, что за отстой, у меня не сохранилась, по-моему, копия даже нигде. Да, может быть, не знаю, сейчас полазим по другим файлам, может там где-то осталось. Альфочка. The person you're trying to reach. Я еще, главное, такой говорю, ну типа, сейчас будет где-то косяк. И об этом совсем не подумал. Так. Тут не то. If you need further assistance, enter pound now. Короче, обожаю все ломать на стримах. Эх. Так, давайте посмотрим, может в Unreal где-то осталась копия. Хотя бы. Please Это leave не your то. name, number, and a message after the tone. Блин, странный Virtual Texture. Goodbye. Надо в 2К обратно все. Давайте тогда... Блин, а я на самом деле не помню, у меня там много чего было или немного. Ладно, давайте пока сохраним просто в 2К эту штуку. Пофигу, потом поправлю, сделаю. Я все равно альф хотел переделывать. И ремпортнем. У меня еще в планах нормально с тканькой вот здесь поработать. Ну, замапить ее на нормальную текстуру, потому что сейчас это просто геометрия с цветом. И все закипело, видели, да? Нет, сейчас все норм. Так, но она-то реимпортнулась, но все равно, по-моему. Все равно. Вот тут галочку надо убрать. Вот.
Ну ладно, главное, полоска у нас появилась. У нас все закосячилось, конечно же. Так. Что-то я еще хотел. Не так. По-моему, в гейте было. Короче, продолжим сейчас мапить эту лестницу странную. Да, я хотел вот сюда вот сделать вот эти штуки. Вот сюда вот. Я вам, короче, окошко не буду показывать с UV-шкой, потому что там ничего интересного нету. Что-то с нормалкой. Что-то странный изгиб какой-то. Тут все слетело. Так. Зен. Блин, какие-то странные искажения идут. Почему, непонятно. Как-то он странно так размапил вот это место. Блин, тут эмиссив какой-то, или что это? Блин, странная фигня, короче, смотрите. Он почему-то бьет на куски. По сути, вот эта штука. Вот, это, ну, цельная геометрия, она не расшита, там, она вот вся вместе. Я не знаю, если его смущает вот это место. Хотя почему, непонятно. Вроде они замарканы все. Как бы форма в прямоугольник, того искажения, что все перетянуто. Ну, короче,
Там, насчет потяжки меня не столько интересует, меня интересует, почему он разбивает... Сейчас, секунду, давайте, наверное. Я вот в этот вид переключусь. То есть, ну вот здесь вроде ничего ему не помешало нормально типа сделать, да? Вот. Вот, кстати, видишь, да, странно. Сейчас я отображение включу. Где эта менюшка? Трим. Так, вот по сути наша лестница. Вот ее куски. Они почему-то отдельно. Почему отдельно, непонятно. Это по сути вот это. Да, это вот эта часть. Если даже я ее сейчас возьму... Вот, наверное, с этой стороны. Нет, это не это вот эта сторона. Вот, если я ее сейчас сошью, происходит какая-то непонятная фигня, и самое главное, она не сшивается. То есть она как была внизу, так и остается. Его смущает треугольник. Почему его смущает треугольник? Что с треугольником не так? Он вшитый вроде. Нет? Или это просто какая-то, скажите, просто это особенность блендера, и я успокоюсь. Ты к тому, что я типа вот так вот сделал? А эту штуку удалить, типа? Я думал, даже это может с анврапом что-то не то, и поэтому я уже вот так вот делал. Вот. И, кстати, это происходит после того, как я делаю квадрификацию. Жук. Вот. И она, короче, вообще что-то странное происходит. Короче. Это, видимо, вот здесь та же самая история. Интересно. То есть сейчас он не должен расшивать типа ее, да? Да нет, смотри, вроде. Управление V изначально не дружит с N-Gon и треугольниками, особенность технологии UV Unwrap. Ну, у меня сейчас нет треугольников. Вот я эти все места, которые могли смущать, пофиксил. И у меня все равно остается кусок. Там не замаркано ничего лишнего, по крайней мере. Тут вот что. То есть его вот что смущает. Типа сейчас должно быть нормально. Видимо. Во, спасибо тебе. Спасибо тебе, Форест Кэт. Я, когда стрим закончу, я пойду своих котов покормлю. В честь этого. Так. Окей, я, честно говоря, не знал про эту штуку, буду знать. Так, ладно, возвращаюсь в моделинг.
Да, понятно, тут надо все это подогнать под одну толщину. И вообще вот с этой штуки убрать ступеньку. Да. Хотя наверху он треугольник нормально вроде развернул. Так. Так, тут что за трэш происходит? Будто бы какая-то геометрия снизу. Так, давайте закинем уже сейчас на этом. А, вот тут еще сейчас какая-то чушь. Да, тут не пойми, что появляется. Да, тут вроде норм. Так, как у нас называется? Gate Floor. И она отдельным куском, это хорошо. Gate Floor. Часть солнышка попадает на монитор, поэтому я не вижу чуть-чуть. Как раз окно сохранения. Так. Реимпорт. Да, кстати, надо держать в уме то, что Unreal часто вылетает, и надо сохраняться. Особенно при реимпорте. Так, у нас здесь почему-то... А, ну да, понятно все. У нас тут два слота. Один вот этот на Simple Tile. На вот этот вот. На вот этот вот. Нет, вот сюда. Да, второй на Trim. Они сейчас пока разных цветов, но... Странные фонарики. Блокауты остались. Вообще я еще понял, что фонарями в sci-fi надо тоже очень аккуратно работать, потому что такие сильные акценты, что они могут легко все испортить. Короче, единственная проблема вот этого моего пайплайна без лайтмапного в том, что ну, у меня же рейтрейсинг включен частично, по-моему. Я уже не помню, честно говоря, настроек всех своих.
Вот. И как только ты начинаешь двигать источник света, а он у тебя находится в статике, вот, то он начинает сразу ретрейситься, и, короче, все, что с этим связано. И, соответственно, когда ты смотришь на эти источники света, у тебя начинает падать FPS, как вы видите сейчас, да, до 15 примерно падает. Вот, но как только мы отворачиваемся от них, жук, все сразу, короче, до 30 примерно выравнивается. Вот. Поэтому, если источники подвинули, их надо тут же запечь. Либо просто не париться и отключать реал-тайм. И... Ну, это все равно, честно говоря, не очень приятно выглядит. Ну, в общем, такое. Все равно, когда вы двигаетесь на них, смотрите, они просчитываются. Так. Ну да, у нас же пропала альфа. Ну ладно. Короче, ступеньки не очень хочется засорять, поэтому бортики надо делать максимально простыми. Давайте я, наверное, вот этот буду тайл использовать. И окей, тогда придется резать вот таким образом. Вот, Г опять перестал работать. Ладно. И с этой стороны... с этой, собственно, и не было. Так, чтобы сделать выемку на ступеньках, можно использовать Edge Slide с настройкой Correct UV, то есть сначала убрать изгиб, создать развертку, а потом создать изгиб, заново Edge Slide. Да, я примерно понял, о чем ты говоришь. Я сейчас просто думаю, может быть, вообще как-то подход к этой форме поменять. Сейчас что-то у нас тут происходит. Думаю, я ее отделю, наверное. Так. Блин, ну это пипец. Ну треугольник у меня здесь и чё? О, тут еще какой-то... Закрался. Давайте вот так сделаем. Не, все равно он его, блин, цепляет. Хоть в майку иди.
Блин, ну это очень странно, если ты говоришь, что он на треугольнике там анврап так влияет. Что он их отцепляет? Ну можно, короче, вот эту штуку, видимо, повернуть. Расположить-то как тебе надо. Там, условно, сюда куда-нибудь поставить. Ща. Вот, а потом взять и прифигачить к ней треугольник просто уже. Нет, так не работает. Давайте тогда вот так. Я бы не сказал бы, что это прям сложная какая-то геометрия. Тут вот эти есть места, конечно, да, они не очень приятные. Вот тут вот. Их можно по-другому как-нибудь решить, еще надо подумать. It doesn't matter how much you know about implementation or writing layers or any of these kind of video game terms. Не кажется ли он как будто потянут как-то? None of that matters if you can't write music well. Такое ощущение, как будто ему скилл нужен. Давайте вот так сделаем. Practically on your own these days and have it stand on its own with everything else that's out there. Пока только вот эти куски. Я очень надеюсь, что через месяц, может быть, буду стримить гораздо чаще. Появится чуть больше времени. Ну вот, и надеюсь, что это повлияет на
на скорость заканчивания этой локации. Так. Вот эту штуку. You have to be able to feel it. You have to know how to take those in your head and in your heart and say something meaningful. And I don't think that's necessarily something you learn in school or something you learn from reading a book or watching YouTube videos or anything. I think that's more something you learn from doing it, from trying it over and over and over and over and over. Тут что-то какой-то косяк пошел. Такое ощущение, что она не соединена, как будто бы. А, да, такие есть. Странно, я же вроде ее сдвигал. Короче, тут еще есть место. Тут надо будет по-любому лупов добавлять еще. А вообще, я что-то тупанул. Ее ж можно засимметрить. Разворачивать только половину. А вы молчите. Что-то какая-то гадость тут завелась. Которая не выделяется почему-то. Ну, потому что прозрачная. Так. Кстати, он не в центре, что ли, стоит? Ну, почему страдать? Я экспериментирую. Иногда можно и пострадать.
Да, тут надо вот эту штуку будет тогда сдвинуть. Так, а тут они, получается, не смержены, что ли? Так. А ступеньку достаточно одну сделать, а потом тоже раскопировать ее. Оказывается, при движении включается. Так, это удалим.
Мгм. Так, мне кажется, или мне все слетело, или тут ничего и не было. Ладно, эти я тогда удаляю. Мне не очень нравится вот этот сгиб. Что просто ровным сделать. Что у нас там на рефах? Все по привычке, как в этом. Блин, тут может быть вот это. Так, вот так, убрать марки. Кстати, почему он по умолчанию сразу шарп делает?
Может, потому что здесь угол стоит? Наверное. М-м. О, почему так? Почему все слетело? Опять какая-то неведомая штука. Need help. Я люблю страдать. Почему у меня все слетело? Я же просто другой материал назначил. Вроде ничего так... А, блин. Я ж ставил количество отмен большое. Или я не на этом компе ставил. Автосейв. Или тут вообще нет такой настройки? Или это в фотошопе было? Отстой, отстой. Внезапно. Ладно. Непонятное что-то произошло, ну ладно. Да, мне кажется, да, я понял, из-за чего это произошло, из-за того, что симы отменяешь. Да. Так, ладно. Ясно, я думал, они ниже остаются, они, оказывается, видимо, наверх поднимаются. Ладно, вообще влияет это на что-нибудь или нет, непонятно. Да нет, если в майке крайний крайний луп размеченный меняешь, там тоже все слетает нафиг. До соседнего размеченного. Тут, правда, слетает все, а там до соседнего размеченного слетает. Вот. Все равно угловато все читается. Хочется еще добавить. Weighted Normal может создавать... Ты... Forescape, ты как help, короче, интерактивный. Как будто у тебя большая энциклопедия блендера открыта рядом. И ты, короче, все знаешь.
Weighted Normal может создавать искажения на Normal тема в зоне изгиба. С обычным сглаживанием все выглядит приятнее. То есть ты мне советуешь не использовать Weighted Normal? Да, я так понимаю. И делать все руками, поставлять. Те места, где шарпы. Делать шарпы. Я тут еще не привык с нормальными, типа, как их там рекалькулировать, меж, normal. Вот чем inside от outside отличается, тоже не очень понятно. Как он это определяет, что для него inside, а что для outside. Так, там еще шейдинг есть какой-то. Flat faces. Как будто бы это не влияет на что. Shade flat, как будто бы тоже не влияет. Г. Тоже странно. Sharp вроде нормально стоит. Но по факту она как будто бы... там может быть... не, странно. Так, где там эти дополнительные? Ну вот она, походу, усредненная. Shade flat. Странно. Ладно, мы с этим потом разберемся. Что-то слетело куда-то. Вот тоже на Edge что работает, то не работает. Почему-то здесь флоу не работает. Странно. Вот почему. Тоже фиг его знает, зацепился он там, не зацепился. Поэтому не хотел, что ли, работать. Давайте удалим сейчас. И... Knife. Вот. Кого, что он не показывает. Типа заснапился, он не заснапился, ты никогда не знаешь. Вот это, наверное, заснапился. Флоу. Не работает, наверное, потому что что-то. Раз, два, три, четыре. Наверное, просто больше 4 EJ. Наверное, поэтому не работает. Да, еще вроде попал.
have a lot of patience for people who feel like they're downloading from the cosmos. You know, just like that's how it came out. Okay, great. Now let's Так, make it надо не better. забыть, что эта But, штука you должна know, быть just выше. writing from a place of understanding rather than from a place of fear, where you're just grateful for any idea that comes along Коты издают странные when звуки. you don't want to change it because you don't know. Так. You know, it's not about the ideas, it's about how you support the ideas. Кирилл, привет. Это может стать проблемой, а может и не стать. Даже Brain, используя аддон, явно помогает работать с Vertex Shading, работает лучше, чем этот Normal. Спасибо за совет, я посмотрю, что это за штука. Но меня немного начинает пугать то, что на каждую штуку, которая есть в блендере, есть еще аддон какой-то. Он показывает, что... но это лучше видно в режиме отображения сетки. Кстати, как тебе Пепси или кола лучше? Конечно же, кола лучше. Я вообще не понимаю, как можно пить Пепси. Это же кошмар. Она отвратительна на вкус. Она омерзительно сладкая. А если здесь присутствуют фанаты Пепси-колу, заранее извините. Это как Nike и Adidas. Вы, возможно, сейчас сможете услышать, как орут мои коты. Потому что они хотят жрать. А я Форст Кэту обещал, что я после стрима пойду покормлю их. Так. Так, ладно, эту штуку я удалю. Почему она вся выделилась? Нижнюю часть, скорее всего, не будет видно, потому что это будет копия вот этой ступеньки. Поэтому я там сейчас ничего делать не буду. But it's not a thing about making it accurate. It's a thing about making it feel right. Вот тоже интересно, почему я вроде не трогал ничего снизу, но взял почему-то снизу что-то там сам себе развернул. Сейчас он мне, да, треугольничек отфигачит. Ну, блин, на самом деле... Ничего, конечно, не хочу говорить, софт развивается. Но некоторые вещи реально без общения, без вот такого типа... А почему так происходит? Ну, типа просто потому, что так алгоритм работает. И довольно сложно это найти самостоятельно. Вот. А хорошо, когда есть кто-то, кто может сказать. Что я не знаю, сколько бы я искал причину того, что он почему-то не может подконнектить нормально. Треугольник.
about making it accurate. Это забавно, It's about смотрите. making it feel right. Короче, у нас есть кривой треугольник и прямая линия. Я такой, окей, Stitch. Он раз всю мою прямую линию берет делать кривой. Я такой, окей, ладно, может быть наоборот. Stitch. Нет, все равно он делает ее кривой. Тут наверняка можно как-то ее типа выровнять. Straighten X, Straighten Y. Не работает. Afterline. Ага, Afterline. Давайте Afterline. Ага, так ты не работаешь. But it's not a thing about making it accurate. Align Island. Вот, теперь It's not мы about можем getting all the сделать errors out. Stitch, и он будет... It's Можно about понадеяться, что он getting it ровный. Теперь поворачиваем на 90. Ну, можно, кстати, на угол ставить вот такую штуку. Какую-то. Тут надо свести будет потом. У меня еще сам трим кривой там. Здесь вот видно. You know, take a, if it's an accident that's an error that feels good, then you leave it in. You know, you want those. Ну, короче, да, эту геометрию просто так не оставить, ее надо будет привести в нормальное какое-то состояние, потому что просто такой изгиб сейчас, он, конечно, не работает. Но изгиб надо оставить. Так, вот это разворачиваем сейчас. ГН. Жалко, что... Так, мне эта вообще штука не нужна, скорее всего, будет. Поэтому я ее сейчас, наверное, отрежу. Так, wrap, и куда-нибудь сейчас просто по дефолту ее зафигачить. Unwrap. Почему-то unwrap ее не хочет ровно ставить. Допустим, так.
М. А, тут же есть какая-то кнопка где-то у меня была. Да, вот так. Это separate. Я только не помню, там глубина такая должна была быть или нет. Ладно, давайте посмотрим. Сейчас, возможно, упадет Unreal. А, согласен, кола вкуснее, конечно, вкуснее. Кто-нибудь видел коктейль, который называется виска Пепси? Виски Пепси. Он даже не звучит. Виски кола. Виски Пепси. Пепси топ, скажи с виски кола. Ладно, вы уже написали, собственно. У меня, короче, почему-то блоками загружается чат. Чат. На английском все гуглится быстро, главное правильно задать вопрос, согласен. Нажми L. Версия будет Stitch. Спасибо за информацию. Нет, я говорю, я буду докидывать на него еще полигонов. Потому что он... Просто хотел посмотреть, как распределять по нему как по нему трим распределять и вообще, что хватает, что не хватает, поэтому это тоже... То есть, ну, у меня же концепта нету такого прям, который я беру и все, и подчастую копирую. У меня есть там по форме просто референс. Вот, ну а что как на нем будет, я еще пока не знаю, поэтому... Что-то многовато, по-моему, да, получилось? Ступенек, по-моему, поменьше должно быть. На одну, как или нет. Или да, как там было-то, блин. Надо вот эту загрузить. А, там вот так вот было. Средняя была такая толстая, что ли, реально? Надо зыркнуть, что там было в прошлом гейте. Base floor. Где он там вообще лежит? Open source location. Удивительно, он лежит в гейте. В первом гейте как было. А, тут вообще, по-моему, еще этого всего не было. Что ли? Да, там же ничего не скрыто. А, нет, вот оно есть.
Так, экспорт BX. Gatefloor. Странно, почему тут нет моего пресета? А, потому что это импорт. Gatefloor. Blackout. Этот 3 мне слишком подходит для таких ступенек. Если на текстуре осталось место, то можно придумать что-то более подходящее. Ну вот, я поэтому и говорю, да, что надо посмотреть. Я, собственно, в начале стрима и сказал, что я решил на стрим добавить некоторые элементы, поэтому буду сейчас смотреть, точнее, на следующей неделе уже буду смотреть, что-то добавлять. Что хотел сказать, можно ли из сцены в сцену просто Ctrl-C, Ctrl-V копировать геометрию? Ну, как оказалось, да, можно было не сохранять. Код начинает сходить с ума. Так, тут нормально, а последняя у нас, получается, должна быть... Последняя у нас почему-то ниже, чем остальные. Не, у нас почему-то увеличивались. Так, ладно. Я, скорее всего, вот этот скос переделаю и буду смотреть, что... Ну, по-любому вот здесь вот буду бевелы кидать на углы. Вот, и хочу посмотреть еще с геометрией вот такого типа, который я сегодня экструднул. Кстати, да, я ж не посмотрел в движке, как она выглядит. Есть вообще в этом смысл. Все, тут сломалось все тоже. Иди отсюда. Код просто разбегается и в стенку врезается. Так, что я хотел? Lighting only посмотреть. Detail lighting. Блин, я же вроде накидывал геометрию, что он такой лопольный смотрится. Или я не ремпортнул. Да нет, вроде. Вроде все норм. А, это вот здесь вот я забил. Да, вот тут я забил точно. Тебе надо будет склонировать потом. Вот, да, сейчас флоу работает. Что произошло? Что это за чушь происходит? Луп. И он уезжает куда-то. Что-то непонятное вообще выскакивает. Так.
Сейчас нормально. Магия. Так. Так, у меня вот здесь какая-то чушь происходит. Я же эту штуку вроде опустил. Разве нет? Сейчас, мне кажется, блендер вылетит. Ну нет. Это становится традицией. Да? Отвис? Нет, не отвис. О, отвис. Я так понимаю... Короче, вот эта тема меня прям парит. Мне, по-моему, уже отвечали давным-давно на этот вопрос. Когда отрицательные значения, короче, делаешь на скейле, да, чтобы тебе в ноль его сделать, тебе надо нажать на нампаде 0. Типа, можно ли где-то в настройках выставить эту штуку так, чтобы этот 0 не нажимать каждый раз? Вот, ну, условно говоря, как в майке, ты просто доходишь до нуля скейлом, и все, он тебе в негативное значение не уходит. Вот. Если этого все еще нету, то это, наверное, первое, что я буду ждать в каком-нибудь из обновлений блендера. Так, короче. Вот тут у нас еще косяк остался. Но он не хочет мне никаким образом тут ничего показывать, потому что он тут ничего не понимает. И не выделяет уже. Все, и код меня сейчас начинает есть уже. Короче, да, надо вот это все удалять будет. То есть мерч и UVis, нет? Так он не сделает? Ладно. Тогда я сделаю это в мае потом. О, новый дизайн. Самое главное, когда это произошло. Все, короче, ладно. Так, наверное, оставим. И обещаю, в следующий раз дизайн и трим будет дополнен и переработан. Вот, всем спасибо за сегодняшний стрим. Вот, приходите, наверное, на следующей неделе уже. Я сказал, что, возможно, через месяц примерно стримы будут более регулярные. Вот, и... Да, не забывайте теперь, что есть Patreon. Короче, им можно пользоваться. Все, давайте. Всем спасибо и до следующих